Среди духов дикого пространства в русской мифологии выделяется леший, водяной, русалки к ним тоже отчасти относятся. Самые распространенные и известные – это леший. Верования в лешего до сих пор сохранились в русской культуре, в том числе и в Сибири. Очень много рассказов фиксируется нашими полевыми материалами. Прежде всего, лешего считают причиной блужданий по лесу. Если человек заблудился, потом нашел дорогу, всегда говорят, что значит его леший где-то водил, шутил над ним. В целом отношение к лешему складывается такое, что его не считают каким-то злым духом, но в то же время он достаточно опасный для человека, потому что может завести в какую-нибудь чащу, и человек не всегда найдет выход. Чтобы найти выход из леса, прибегали вот к таким вот приемам магии уподобления. Когда человек снимал с себя одежду, выворачивал ее наизнанку, надевал, переобувал обувь с правой на левую, потому что считалось, что у лешего все наоборот, что сам леший, что у него вывернутые стопы ног, он оставляет вот следы там вот не такие, как человеческие. Также считали, что леший может менять свой облик, он может становиться очень маленьким, буквально ниже травы в лесу, а также может вырастать выше самых высоких деревьев. В образе лешего очень часто представляли вихрь, потому что считалось, что если вот такой вот какой-то маленький смерч происходит, когда вихрь на месте крутится, это значит, что появился леший, потому что это его связывают с духом ветра, воздуха. Была записана в Болотнинском районе такая история, когда информантка рассказывала, что ее дед пошел в лес, стал он рубить деревья, и тут вот показался такой вихрь перед ним, как смерч. Дед кинул в него топором, а из этого смерча пошла кровь, и этот топор в него обратно прилетел. Дед увернулся, но вот он увидел, что топор окровавленный. После этого он пришел домой, лег и умер, потому что таким образом вот леший его наказал. Лешего представляли чаще всего в человеческом облике, вернее, представляли его и в облике и растений, мог и представляться и в облике животных, но если встречался людям в образе человека, то узнать его можно было по зеленоватому цвету кожи, волос, может быть, синеватому, потому что эти цвета, они вообще связаны с представителями иномира. Чтобы задобрить лешего, приходя в лес, старались принести ему какой-нибудь гостинец. Заходя в лес, говорили, что батюшка, лесной хозяин, ты вот нас, пожалуйста, не пугай, не води, что мы слишком много не возьмем у тебя, не будем сверх всякой меры собирать ягоды, грибы. Тем более это касалось охотников, которым запрещало, было очень много охотничьих запретов. Это убивать детенышей, убивать самок животных, вот когда период беременности идет или период кормления детенышей. Ну и вообще стрелять животных сверх всякой меры, рубить деревья. В отличие от лешего, былички о водяном духе в Сибири являются достаточно большой редкостью. Хотя у нас много водоемов, но не было широко распространенной традиции установки водяных мельниц. И, видимо, поэтому рассказы о водяном не слишком распространены, в отличие от европейской России. Тем не менее, они есть. В целом можно сказать, что водяного представляли чаще всего в виде какой-нибудь большой рыбы, щуки или сома.
Говорили, конечно же, что водяной на дно утаскивает. Существовали запреты на купание в определенные периоды. Конечно, вообще купаться можно было совсем непродолжительное время. Вот купальный сезон открывали со дня Ивана Купала 7 июля, а до 2 августа его уже завершали, потому что считалось, что после Ильина дня купаться нельзя, иначе водяной утащит. Кроме водяного, к водным духам относят также русалок. Русалка – это очень интересный мифологический персонаж. Наверное, нет в славянской мифологии другого, более вариативного персонажа, потому что с русалками связано очень много всего. Нет однозначных представлений ни о внешности русалок, ни об их занятиях, ни даже о местах их обитания. Противоречивые рассказы и об отношении русалок к человеку. Вот как раз по русалке очень хорошо проследить этнолокальные традиции русских и других групп восточнославянских народов, которые переселялись в Сибирь на рубеже 19-20 веков, когда шла массовая волна столыпинского переселения, когда люди, приезжавшие из разных губерний России, привозили с собой свои традиции и здесь сохраняли эти верования. И вот как раз с русалкой связаны эти различия мифологических представлений, уходящих корнями далеко в дохристианскую эпоху. Русалок представляли как водными духами, так и полевыми. О полевых русалках больше всего рассказывают украинцы, переселенцы. Особенно сохранились яркие представления у переселенцев из украинского и белорусского Полесья, также из западных районов Брянщины. И в тех деревнях, где живут потомки этих переселенцев начала XX века, о русалках до сих пор ходят очень интересные истории. Причем они относятся, очень большая часть, ко времени, когда, так сказать, бабушка сказала, когда современные пожилые женщины рассказывают, что вот либо это было где-то там в мою раннюю молодость, либо это было по историям, рассказанным родителями, бабушками. И вот примерно к середине 20 века относят массу таких историй, когда в темное время боялись выйти не то что за село, даже по некоторым деревням боялись вечером прогуляться девушки, потому что говорили, что тут вот у нас водоем, Креница в селе находится, там русалки выходят, гуляют, ночью очень страшно встретить, потому что вот может она заманить, защекотать, затащить. Также с русалками связывали такие неприятные события, как считали, что русалка вещунья недоброго, потому что об активизации русалок говорили, что накануне Великой Отечественной войны по селу уходили вот эти вот русалки, причем появлялись они не только в темное время суток, но даже среди бела дня по улицам шли. И, в общем-то, люди пожилые, как говорят информанты знающие, говорили, что это не к добру, это вот значит, вот будет что-то нехорошее, видимо, война случится. И эти истории они относят к началу 40-х годов. На русском севере, в некоторых районах Белоруссии, русалок представляют в безобразном облике. Описывают их как страшные, может быть, даже иногда в виде старух, косматых, лохматых, страшных, пугающих, или просто женщин с горящими глазами. А вот представление в южно-русских губерниях у украинцев русалки это наоборот, очень миловидные, приятные девушки, к которым очень часто испытывают большое сочувствие, потому что
считают, что русалками становятся утопленницы, которые погибли либо в результате несчастной любви девушки утопились, либо замученные своими злыми мачехами. Ну, собственно, вот то, что мы читаем в повести Гоголя «Майская ночь» или «Утопленница», это вот такой вот классический сюжет южно-русской, украинской русалки. И эти представления были транслированы также с их носителями в Сибирь. У южно-русская русалка и украинская полесская русалка, они отличаются тем, что связаны не только с водоемами, может быть, даже в меньшей степени с водоемами. Они появляются ранней весной, это вот как раз русальской недели или гряной недели, граной недели. Называют неделя, которая либо накануне Троицы, либо неделя следующая после Троицы. Изначально связывали с цветением злаковых культур. То есть русальская неделя начиналась тогда, когда земля пробуждалась, когда появлялись первые всходы, потому что с русалками связаны представления о том, что они даруют хороший урожай. И как раз в русальскую неделю существовали запреты ходить в лес, в поле, ходить на кладбище, потому что русалки это все-таки духи умерших. Считалось, что русалки в это время гуляют по земле, там, где они бегают по полям, повышается урожайность, лучше все будет расти, цвести и колоситься. И вот эта вот пушкинская русалка на ветвях сидит. На ветвях сидит она не случайно, потому что русалки, они связаны не только с водой, но с лесом, с полем, с деревьями. Русалки влияли на урожай. Русалки могут быть очень страшными, поскольку с ними связаны представления о заложенных мертвецах. Это тоже сохраняется, в том числе и в описании облика русалки. Описывают их бледными, одетыми в белый саван, о том, что у них вместо ногтей могут быть огромные когти. В современной культуре русалка чаще всего представляется женщиной, полурыбой, что вместо ног у нее рыбий хвост. На самом деле это не классический образ славянской русалки, потому что русский, как южно-русский, так, в общем, любые русалки, это девушки, которые имеют обычный облик, они с ногами. Единственное, что могут быть у них вместо стоп-ног птичьи лапки, вот они оставляют там либо куриные, либо гусиные следы на песке. Но, по крайней мере, но это не обязательно, по крайней мере, это девушки с ногами. А вот что касается рыбьего хвоста, то это образ, который пришел из Западной Европы. Это ундины, это сиренки. Чаще всего это вот в Псковскую, вот в западной области России проникало вот польское влияние. Также был образ фараонки. Фараонками называли дочерей царя фараона, прям он так и назывался, это вот фараон как имя собственное. И была такая легенда, псевдобиблейская. В то время, когда Моисей выводил иудеев из египетского рабства, море перед ним расступилось, иудеи прошли по суху по дну этого моря, а вот войско фараона, которое их преследовало, в этом море потонуло, потому что когда ступили на это дно преследователи, вода сомкнулась, и вот они стали как раз полурыбами, полулюдьми и получили название фараонки. И вот через книжную культуру образы этих фараонок перекочевали на русский север, где они под названием вот этих вот фараонок или берегинь изображались на наличниках. Вот как раз такие русалки, полудевы, полурыбы. Второй путь проникновения этого образа – это как раз западные области, Смоленская, Псковская губернии России. Там
через польские представления. Но дело в том, что в XX веке были очень популярны европейские сказки, в том числе сказки Андерсена, когда сказка Андерсена про русалочку очень сильно повлияла на тоже на мировоззрение современное, ну, как сказать, современное, последних там полувека или даже чуть больше. И когда русалка стала восприниматься как полуженщина, полурыба. Как раз о таких русалках с рыбьим хвостом очень часто рассказывают русские сибиряки. Мифотворчество является живым непрерывным процессом. Мифологические персонажи, сложившиеся еще в дохристианскую эпоху, продолжают жить и существовать, развиваясь, постоянно меняясь, приспосабливаясь к новым условиям. Но, тем не менее, мифотворчество – это такой живой процесс, который продолжается. В наше время, конечно, теряется вера в существование этих мифологических персонажей, но они продолжают жить в новых формах, переходя в произведения искусства, литературы, в речь.